В моем выпуске про оккультную символику я увидел исторические свидетельства тех явлений, которые происходят и сейчас. Я решил повторить метод и еще раз обратиться к прошлому. В истории можно увидеть людей, которые своими решениями повернули историю туда, где она сейчас. Видны конкретные фамилии, семьи и династии. Кто сейчас имеет огромное влияние на политику, экономику и развитие цивилизации? О ком сейчас говорят меньше, чем в далеком прошлом. В выпуске не будет казуистики типа мирового правительства, иллюминатов, Ротшильдов, масонов и так далее. Нет, я искал влиятельные, скрытые от общественности семьи. Если тебе интересно услышать фамилии, которые, как я понял, например, у тех же Ротшильдов вызывают трепет, то оставайся. Я думаю, ты узнаешь для себя что-то новенькое. Вы знаете, кто это? Это Фредерик X, король Дании по ветви Глюксбургов. А это Филипп VI, король Испании по ветви Бурбонов. Вот еще парочка: король Нидерландов, Швеции и Бельгии. Кстати, некоторых из них видели в домах, принадлежащих Эпштейну. По нему я делал выпуск, чем он занимается и что в его домах происходит. Я сейчас назвал известных монархов, но которые в так называемой иерархии королевской старой крови занимают невысокое положение. В системе ниточек и клубочков они ближе к концу, чем к началу. Названные мною господа – это представители старых королевских династий: Бернадоты, Глюксбурги, Виндзоры и Оранские. Они действующие монархи с властью, деньгами, с огромной историей, но я увидел, что их возможности и власть малы перед найденными мною другими людьми. Потом увидел в интернете, что не один я к таким выводам пришел. Итальянские и французские журналисты тоже проводили свои расследования, и результаты у нас одинаковые. Если взять имеющуюся историю, включающую в себя события до нашей эры и до примерно 1800-х годов нашей эры, то видно, где происходили основные события. Большую часть, безусловно, занимают войны, сражения и завоевания. Вы понимаете ведь, что это и есть борьба за власть? Это-то нам и нужно. Огромное время, но просто колоссальный кусок истории по принятию важных решений того времени, по мировым открытиям, по судьбоносным баталиям лежит тут. Апеннинский полуостров. Это Римская империя, товарищи. Византия, ну и потом уже Италия. И масса ключевых исторических событий произошла по причине тех или иных приказов, исходящих от римских императоров или наместников империи и папского престола. Церковь, господа, папский престол, куча церковных орденов и тайных обществ. Тогда это был мощнейший узел власти. В период становления церкви смена правления римских пап происходила вообще кардинально, с убийствами, низложениями и тому подобным. Горе было тому, кто в тот период ссорился с римским императором или римским папой. Его тут же объявляли врагом империи или церкви и направляли по указу императора или понтифика огромную армию. И что самое удивительное, куда бы я ни посмотрел в этом периоде истории на зарождение сильных и правящих династий, как в Европе, так и на Востоке, даже в Западной Азии, везде прослеживаются нитки, связанные с папским престолом или потомками римских и византийских императоров. Вы скажете: да ладно, уже столько мировых войн было, что мир сейчас точно изменился, все эти старые династии низложены, убиты и забыты. А вот и нет. Их представители в современном мире занимают посты в международных фондах, центральных и частных банках, советах директоров крупнейших компаний. Почему так? Вот я вам и пытаюсь ответить. Уловите мою мысль. Кто в прошлом всех смог побороть, завоевать или профинансировать, или дать в долг, тот установил свое слово как самое весомое в принятии решений. Так как понять, куда смотреть и где такие рода искать? Нам будут интересны те династии, которые со времен Римской империи владели деньгами, огромными территориями и целыми городами. Нужно найти тех, кто долгое время смог держаться центра принятия решений и рупора власти. За это время такие семьи назначали либо своих представителей, либо родственников на такие должности, как римский папа, главы церковных орденов, банкиров или наместников на захваченных территориях. Ну и как вы понимаете, нам важно учесть естественный отбор. Он происходил ведь на таком протяжении времени. Какие-то ветви уничтожались, какие-то крепли.
Слабые погибали, сильные процветали. И кто вам сейчас сказал, что сейчас, в настоящее время, те мощнейшие в прошлом, цепкие и хитрые династии ничего сейчас не решают? Следуя этой задаче, я смог увидеть такие династии. Эти старинные аристократические семьи Римской империи, чьи связи с церковью в то время уже трансформировались еще и в банковское дело, сейчас имеют важную роль в мире политики, исследований и финансов. Давайте с ними познакомимся. Массимо. Это имя римской императорской семьи землевладельцев древнейшего возраста. Послушайте, они родственники Юлия Цезаря, который происходит от древнеримского рода Максимус, от пятикратного консула Рима, представителя власти императора Квинта Фабия Максимуса. Господа, внимание, это приблизительно с 275 года до нашей эры. Семья Массимо имела в роду двух пап католической церкви: папа Анастасий I, 401 год, и Пасхалий I, он умер в 824 году. С 1400-х годов было 3 представителя этой династии на должности главного судьи Рима. Я уже молчу, сколько в истории упоминаний, что этот род назначал своих друзей и должников теми же римскими папами, кардиналами, главами орденов и феодалов на захваченных землях. Вы только вдумайтесь, с 270 года до нашей эры этот род ведет свое историческое наследие. Те же Виндзоры, царская семья Англии, имеет историю только с 1470-х годов. Так вот, семья Массимо – это высшая императорская папская семья, которая по праву древнего рода и является фундаментом и старостой всех аристократических и королевских родов не только Европы, но и Западной Азии. Я тут не играю словами, вы просто закроете это видео, если я начну перечислять те ветви, которые произошли от них, от их родства, от постепенного кровосмешения. Ствол дерева, господа, именно род Массимо. Много кого они обеспечили своей защитой или деньгами, там практически все фамилии современных династий. Я не буду углубляться в историю, вы сможете сами про них почитать. Давайте лучше расскажу, как дела у династии в настоящее время. Сейчас княжескую семью представляют принц Фабрицио Массимо и принц Стефано Массимо. Принц Фабрицио вообще проживает рядом с Ватиканом в своем средневековом палаццо Массимо алле Колонне. Это дворец в центре Рима, расположен на улице его прадеда, первого короля Италии Витторио Эммануэля. Именно глава дома Массимо является руководителем Мальтийского ордена, как правопреемник по наследию по результатам расследований журналистов, которые занимались расследованием движения денег в Ватикане. С их слов, именно Мальтийский орден выступает в роли некого судьи, как в самом Ватикане, так и в современных спорах между государствами по трепетным вопросам. Приведу пример влияния ордена. Есть такое учреждение, как Международный институт морского права. Он вырабатывает нормы и правила для Международной морской организации, отвечающей за все, что сейчас происходит на море. Так вот, этот институт находится на Мальте. А теперь следите за руками. На острове Мальта находится форт Сант'Анджело, и сегодня он является суверенным органом в правительстве Мальты. Именно в ведомстве этого форта и находится этот институт морского права. А вот фортом Сант'Анджело управляют рыцари Мальтийского ордена, которые подчиняются великому магистру Мальтийского ордена, которого выбирают на собрании, где председателем и является князь Дон Карло Массимо, представитель древнейшей императорской семьи. По сути, Массимо через Мальтийский орден могут влиять на морской закон. Это один пример. Кто хочет еще удивиться, почитайте про Мальтийский орден, учитывая, что им руководит не Ватикан, а представитель рода Массимо. Знаете еще и то, что древнейший рыцарский орден – это именно Мальтийский, и его влияние огромно на весь католический мир. Еще из результатов расследований, проведенных итальянскими журналистами, вытекает, что род Массимо замешан в трафике очень нехорошего товара. Я тут не могу соглашаться или опровергать, это журналисты раскопали. Они утверждают, что те пути, что удалось найти, вывели либо в порты, либо на суда, либо в компании, которые в конце концов аффилированы либо с семьями, работающими на род Массимо, либо на фонды, которые они контролируют. Еще один очень показательный момент. Виндзоры устраивали прием в честь юбилея коронации Елизаветы II. Так вот, на тот прием по причине здоровья не смог попасть представитель династии Массимо. И прием перенесли.
Там было столько гостей, но прием перенесли из-за одной семьи. Причем не мои слова, а журналисты из новостного агентства The Independent. Это пример вам так для раздумий. Еще один момент, который установили расследователи. Вездесущий Дональд Трамп через миллиардные контракты работает с итальянской семьей Гамбино и Дженовезе, которые являются агентами семьи Массимо и представителями их фондов. Строительная компания Конкрите, принадлежащая тем же родам Дженовезе Гамбино, которые, как они сами и пишут, осуществляют свою деятельность при помощи фондов рода Массимо, участвовала в строительстве башен Трампа на Манхэттене в Нью-Йорке. И Дональд Трамп приобрел земли и имущество для своего казино Трамп Плаза в Атлантик-Сити именно у семьи Гамбино. И вот представьте, что такими дорогими землями в США владеют семьи из рода Массимо. Вторая династия – Половичини. Ротшильды нервно курят в сторонке. Первые упоминания датируются 932 годом нашей эры. Уже тогда они владели, внимание, целыми городами на Апеннинском полуострове. Они финансировали большое количество походов, которые так любила церковь в те времена. Именно они открыли первый коммерческий банк – Банк Святого Георгия в 1407 году в Италии. Банк финансировал королевские семьи Европы и экспедиции Христофора Колумба в Америку. И забегая вперед, скажу, что есть несколько авторитетных источников, где выводы указывают, что современная банковская система возникла именно в Италии, и только благодаря усилиям Половичини. Эта семья переплетена с несколькими другими неслабыми династиями, например, с папской знатью Распильози. Церковь на длительное время была в их руках. Представитель рода Горацио Половичино был финансистом британской короны. Именно его отказ в кредите для Испании и его положительный кредит для Англии помог Англии разбить флот Испании и привести флот Англии к мировому морскому доминированию. Семья Горацио Половичино объединилась с английскими аристократами Кромвелями в результате нескольких браков, создав вариант имени Парравичини. С этого момента получившаяся династия заведовала расходами английской короны, одалживала им деньги и взимала 10-ю часть в пользу римских пап. Семья Половичини правила древней Парфией, на территории которой сейчас располагается Иран. Династия Пехлеви до своего изгнания является наследственной ветвью семьи Половичини. А знаете такой банк BNP Paribas? Нет? А он входит в десятку глобально значимых банков и десятку банков мира по активам. Догадываетесь, кому принадлежит? Отцы, семье Половичини. Если смотреть историю, то банки этой династии финансировали многие страны для осуществления открытий, завоеваний и войн. Как пишут расследователи, этой династии банкиров должны все европейские страны. Что меня вообще убило, так это то, что они мастерским ходом прибрали природные ресурсы России. Голословно? А поглядите. Многие эксперты называют именно Половичини создателями современной системы олигархата в России. Взгляните на этого дедушку. Это Джанкарло Половичини. Он ввел первые банкоматы в Москве и интегрировал платежную карточную систему Visa в СССР. Так вот, он, на минуточку, еще возглавлял рыцарей Мальты в качестве лейтенанта. И в середине 80-х годов советское правительство назначило Джанкарло Половичини первым западным консультантом и советником по перестройке. А затем уже после развала СССР российское правительство и Ельцин назначили его в Государственный комитет по реформированию экономики России. Приватизация – это его идея, как пишут другие члены экспертной группы, которая работала в то время. Джанкарло Половичини создал российских олигархов и реформировал государственную советскую экономику в российскую олигархическую, так как его королевской семье и дворянству Ватикана так легче контролировать богатство России. И контролируют они через олигархов, которые держат все на Западе в банках, которые и принадлежат Половичини и их родственникам. А каким родственникам? Стоит назвать наряду с ними такие рода, как Торлони, Колонна, Симонетти, Спинола, Гримальди, Натали, Корсини. Все они занимались и занимаются банковским делом. Можете про них также почитать. Последняя, третья, влиятельнейшая династия – Медичи. Эта династия считается папской семьей. Среди представителей семьи Медичи 4 римских папы и 2 королевы Франции – Екатерина Медичи и Мария Медичи, со всеми вытекающими престолонаследниками.
Вы ведь понимаете, что Папа Римский – это вообще наместник Бога на земле? Представляете, какая власть была и остается в руках этой династии? Именно Медичи развили архитектурную культуру Флоренции. Они считались ее полноценными хозяевами. Все достижения города, все с участием династии Медичи. На протяжении нескольких веков они спонсировали многих известных художников и подарили миру их великие шедевры искусства. История у них очень насыщенная на события и на их влияние на исторические повороты. Например, Америка ведь названа в честь открывателя Амерго Веспуччи, а он ее открыл при помощи банка Медичи. Именно Веспуччи и Лоренцо Медичи и создали термин «Новый мир для Америки». Министр финансов королевства Неаполя Луиджи де Медичи от Виана обучал банковскому делу Карла Майера Ротшильда, чтобы тот постепенно смог взять на себя роль банкира Ватикана. Тогда Папа Римский Григорий за эту деятельность и посвятил их обоих в военный Константиновский орден Святого Георгия. И вот вы имеете королевскую и папскую династию, которая просто ушла с первых и последних строк современных новостей, предпочитая оставаться просто в тени. Они породнились с богатейшей и влиятельной династией Половичини. В расследованиях европейских изданий значится, что Медичи контролируют вместе с Половичини Европейский центральный банк. Один раз они даже прокололись с этим. Знаете его? Это Марио Драги. Он был долго председателем Центрального банка Италии, а потом почти 10 лет председателем Европейского центрального банка. Ну и чего, спросите вы? А вот что. Точнее, кто? Это его жена, Сирена Медичи. Да, представительница этой сильнейшей и влиятельной династии. А их дети сейчас работают в крупнейших банках мира в должностях управляющих. Вот еще след. Родственница семей Бонапарт и Медичи, принцесса Катрин Колонна, родом из папской семьи Колонна, была еще недавно послом Франции в Великобритании, и сейчас она министр Евросоюза и министр иностранных дел Франции. Дело в том, что Бонапарты, Медичи, Колонна и Массимо состоят в родстве. За столько лет истории они не раз связывали свои дома родственными связями, и их влияние тоже надо учитывать. Вот, например, Чарльз Джозеф Бонапарт был генеральным прокурором США и помог создать ФБР. Он был внучатым племянником императора Франции Наполеона I Бонапарта. Весь его переезд в США и дальнейшая деятельность финансировалась банком Медичи. Вот вам 3 династии. Они видели историю с позиций королей, императоров, банкиров и римских пап. Я постарался вам показать, что самые сильные аристократические рода родом из Италии. Они до сих пор в строю, они до сих пор принимают через своих представителей решения, влияющие на политику и экономику. И они между собой связаны родством. Между представителями аристократии Италии, занимавшимися финансовыми вопросами, вообще выстроены тесные связи, прослеживаемые на протяжении столетий, и сейчас они как одна семья. Но что еще видно? Ветви Габсбургов, Виндзоров, Стюартов, Бурбонов, Голдсмитов, Ротшильдов, Глюксбургов, Бернадоттов и так далее, все они по праву древней крови сильно уступают тем же Массимо, которые сейчас продолжают контролировать все ордена Ватикана и сам католический престол. Ордена, закрытые общества, все, что зародилось давно в прошлом теми, кто сейчас до сих пор в строю, но неужели вы думаете, что они бросили свои таинства? Ну и как вы можете видеть, современная банковская система пошла именно из Италии. История Половичини тому доказательство. Власть и влияние именно итальянского дворянства простирается в настоящее время далеко за пределы Апеннинского полуострова, и сегодня она ощущается в каждом уголке земного шара. Прошу не верить моим словам, сами погуглите. Есть куча расследований на итальянском и французском языке. Я брал только тезисы. Кому интересны детали, интернет вам в помощь. Берегитесь.